Привет, привет! Сегодня будем раскладывать на Киллиана Мерфи. Киллиан Мерфи. Раскладывать будем интересную новую колоду. Ну, вернее, как интересную. Я ее покупала как просто живописную и позитивную для того, чтобы делать астрологические расклады в конце года. Думала, только для этого буду использовать. Поэтому она такая воздушная, красивая, яркая, красочная, ну и, как мне показалось, достаточно позитивная, ну, потому что хочется каких-то предсказаний более радужных на год, не хочется как-то в дебри в какие-то очень грустные попадать. И тут я вчера нашла, обнаружила и тут же заказала, купила себе идеальнейшую, я считаю, новогоднюю колоду. Сейчас подождем, пока придет, потом вместе распакуем, потом сразу начнем делать вот эти самые астрологические расклады. Весь декабрь я буду делать на астрологические знаки расклада. Жду вас к концу года. А на этой колоде мы сегодня посмотрим на Киллиана Мерфи, заодно посмотрим, насколько она непосредственно к Таро имеет отношение, а не просто красивая картинка. В общем, это эксперимент. Поддержите, пожалуйста, лайком или каким-нибудь комментарием. Мне будет очень приятно. Но не получится, тогда подождем несколько месяцев, полгодика и разложим уже на нормальной колоде. Давайте сегодня посмотрим Киллиана Мерфи. Его жена Ивон, с которой, как говорят, он уже больше 30 лет в браке, и все-то у них хорошо, но кто-то подозревает, что он все-таки изменяет. Долго был неизвестен, в тени скрывался. Я так понимаю, что он интроверт просто какой-то закостенелый, не лезет в публичное пространство. Но тут он вдруг начал получать всякие разные глобусы и прочие разные Оскары, и сразу народ им заинтересовался. И посмотрим, как полезет, не полезет какая-нибудь чушь, ерунда в свете того, что вот он сейчас опять, в смысле не опять, а первый раз вдруг публика им заинтересовалась. Киллиан Мерфи. Что он у нас непосредственно за личность? Я, признаться, ничего про него не знаю. Знаю, что он снимался в «Острых козырьках», но ни одной серии не видела. И смотрела начало Нолана. Там он тоже был, но, по-моему, не сильно долго. Ну, то есть, как он там появлялся и полфильма проспал. Оппенгеймера не смотрела, Козырьков не смотрела. Что за человек, не знаю. Очень потешные лица делает во всяких разных мемах и роликах ТикТока и Инстаграма. Сейчас даже в некотором роде опасаюсь смотреть, что нам карты скажут. Но пока говорят неплохое. Пока говорят, что он достаточно решительный, достаточно с твердым характером, уверенный в себе, щедрый, добрый, справедливый, я бы даже сказала. То есть он людей на самом деле любит. Ну, как любит, как любой интроверт любит людей, не против он этих людей. Он готов с ними общаться спокойно, без претензий, без каких-то вспышек эмоциональных. В принципе, вот он внутренний такой, как мне видится, мягче, чем он кажется, да, то есть вот он сидит на интервью с таким вот каменным лицом и как-то тебя слушает и кивает. На самом деле там не то, чтобы бурлят эмоции какие-то внутри, но эти эмоции там есть. Он на самом деле добрый, он на самом деле внимательный, на самом деле в этот момент вас слушает. И искренне, наверное, пытается придумать какой-то ответ на ваш вопрос, чтобы вот даже не то, чтобы заинтересовать, а чтобы продолжить этот разговор, то есть как-то вступить в эту коммуникацию. Просто за счет вот этой своей скрытности и спокойности не выплескиваются эти эмоции наружу. Но в целом он достаточно позитивный, достаточно спокойный, достаточно, ну вот не любвеобильный, а эмоциональный, творческий человек. Он воспринимает вообще весь окружающий мир с точки зрения люблю, не люблю, нравится, не нравится. То есть там нету какого-то логического расчета, и это, наверное, в поведении в его видно, что вот я снялся в фильме, мне теперь надо везде появляться на публике, чтобы, значит, рекламу сделать. Вот какой-то такой расчет, что есть какой-то план, будем ему следовать, тогда у нас будет ближе достижение нашей цели.
Не, ничего, что хочет, то и делает. Вот ему нравится, он интервьюер, например, или обстановка какая-то, или ему там хорошие друзья что-то посоветовали, он придет. Я не говорю про обязательства по контракту, там, где он фильм снялся, он должен, в принципе, появляться на людях, но он это делает по эмоциям. Если вот он не хочет давать интервью, он и не дает эти интервью. Если он не хочет приходить на все эти красные дорожки, то мы его там и не видели, пока у него по Оппенгеймеру обязанности не появилось непосредственно появляться везде, прямо насильно. Он вроде как не хотел, ну и не делал. Он очень такой вот, как чувствую. Вот сегодня проснулся, и вот так вот я чувствую. Давайте посмотрим, какие позитивные качества помогают ему в этом во всем. Слушайте, не самые светлые карты на позитивные качества, но вдвоем они мне здесь говорят про внутреннюю ответственность. Вот как раз то, что он такой эмоциональный, не значит, что он, и эти карты достаточно спокойные, как мне видится, это не значит, что он импульсивный, не значит, что он резкий какой-то, не значит, что он такой вспыхивающий эмоционально постоянно, потому что эти две карты, пятерка пентаклей и повешенный, мне говорят, может быть, вам скажут что-то другое, пишите в комментариях, говорят о его внутренней ответственности. Если надо, если обещал, если ты в таких рамках, что нужно, тогда мы будем это делать. Он в некотором роде, по повешенному, например, жертвует чем-то. Чем он может жертвовать? Своим спокойствием, своим желанием, например, остаться дома, да? Посидеть. Я бы с удовольствием остался дома, посидеть с книжечкой на диванчике, но мне надо, вот это надо. Надо пойти, надо сняться, надо интервью, надо рабочий день, надо уехать куда-то от семьи, надо. Я обязан, как сказать, ограничен вот этими обещаниями, и он это делает самостоятельно. Повешенный – это добровольное какое-то жертвование ради чего-то в будущем, ради какого-то плана. Потому что это ты не просто внезапно обнаружил себя в каком-то подвешенном состоянии, не понимаешь, как из этой ситуации выбраться. А это такое планомерное движение спокойного человека, знаете, такого не очень, может быть, не очень решительного, а может быть, не очень конфликтного, который, ладно, хорошо, я побуду пока так, если это нужно для конечной цели, то я пока вот отложу какие-то свои хотелки, зажму немножечко свои эмоции, и я сделаю как надо, вот такая добровольная жертва на тему того, что лучше будет, например, коллективу, потому что нельзя себя из этого коллектива выделять. Или, например, для будущих результатов это важно. Сейчас, после этого Оскара за Оппенгеймера, надо ходить везде, появляться, интервью, и люди интересуются. Он, может, не хотел бы, но он это делает. Почему? Потому что по пятерке пентаклей мне видится, вот опять же, необходимость, да, и ответственность какая-то, как будто бы он понимает, что от этого зависят люди. Да? Пятерка пентаклей – это у нас какой-то кризис, чаще финансовый, и чаще это состояние человека, которому сильно плохо, который каким-то образом попал в эту ситуацию, мы не знаем, он самостоятельно сам себя довел до этого, или просто так получилось, что вот колесо фортуны крутанулось не в его сторону. Но просто человек в кризисе, человеку плохо, человеку мало, и он из этого состояния всеми силами хочет выбраться. Может быть, у него было, как сказать, спокойное и достаточно бедное детство. В Ирландии там сильно не разгуляешься, да, я так понимаю, что он прям оттуда родом. Может быть, он за счет своей чувствительности и за счет своего вот этого вот отношения к людям, он не эгоист. Вот по всем этим картам он вообще не эгоист. Там думание о себе даже, наверное, меньше, чем думание там о долге или о необходимости сделать людям приятное или как-то соответствовать обстановке. По этой пятерке пентаклей такое ощущение, что ты должен, может быть, даже помочь. Потому что из пятерки пентаклей дальше у нас идет шестерка пентаклей, которая одалживает, которая помогает этим вот бедным людям, которым плохо. То есть ты вроде как должен делать,
ну не знаю, что ли, что-то обещал, какие-то обязанности, которые на себя брал. Или, может быть, даже без обязанностей, без профессиональной какой-то подоплеки к этому, просто очень хочется помочь людям, потому что ты знаешь, каково это быть в плохом состоянии. Он там был и эмоционально, он, может быть, там был и финансово, он, может быть, сам проходил через все эти стадии, и он достаточно эмпатичный для того, чтобы понять, что человеку реально плохо, и ему надо помочь. Ну, получается немножечко за счет себя. То есть он такой, ну и ладно, хорошо, но я помогу, потому что я знаю, что вам плохо. Нельзя, вот у человека внутри нету состояния идти по головам, просто потому что вот я выбился, и теперь я пойду наверх, а вы там сзади барахтайтесь как хотите и тоже выбиваетесь. Он очень эмпатичный и очень социальный по этим картам. Какие черты характера мешают ему, как-то задерживают его, тянут его, может быть, назад? Ну, Пентакли – это материальное. Такое ощущение, что он об этом не думает. Может быть, даже проявив какую-нибудь инициативу, или даже не инициативу, а какую-то жесткость, какое-то упрямство, какой-то, может, эгоизм, да, кусочек какого-то эгоизма. Не такой, что прям там по солнцу вообще выпирать вперед всех, не видя ничего на своем пути. Но немножечко вот как-то сконцентрироваться на чем-то своем единоличном, у него бы получалось лучше. Видите, и до Оскара он шел достаточно долго. Мы не берем в пример Леонардо Ди Каприо, которому этого Оскара вообще, по-моему, уже, я не знаю, дали, конечно же, за заслуги, и никаких претензий к тому, как он работает, он хороший достаточно актер, у него здорово все получается, но прям в чем бы он ни снимался, все никак он до Оскара не дотягивал. И прямо вот он шел и прямо землю рыл для того, чтобы это получить. Киллиан Мерфи не рыл землю. Он просто старательно, хорошо, ответственно, держа в голове весь свой коллектив и все свои обязанности, просто хорошо выполнял свою работу. Eventually, как показывает практика существования на этой земле, будешь хорошо себя вести, тебе воздастся. В результате вот он, слава богу, при жизни он получил это свое признание, и люди заметили, что он действительно старательный, что он действительно ответственный, что он действительно хороший актер. По деньгам вообще никак не связано у него это в голове. Даже для семьи. Знаете, бывают такие мужчины, бывают такие люди, которые, ну, как бы мне сильно много не надо, но как только у тебя появляется любимая женщина или, не дай бог, маленький ребенок, и ты такой, все, начинаешь землю рыть, потому что вот ради него, ради них, вот я прямо сейчас всех порву. У этого даже так не произошло. У тебя уже есть семья, ему и так хорошо. Его это не мотивирует и не провоцирует ни на какие движения. Вот это вот желание забить свой дом мешками денег не работает. И он готов соглашаться на меньшие зарплаты, и вообще не зарплаты были предметом его обсуждения, когда он контракты какие-то подписывал. То есть он абсолютно не меркантильный человек. Давайте посмотрим, раз уж все равно мы про него ничего не знаем. Девушки, предупреждаю, все это мои фантазии. Открываю карты, читаю, как вижу. Кто-то видит что-то другое. Ради бога, welcome to the комментарии и расскажите мне, что вы видите. А то периодически появляются комментарии на тему того, что вы, дескать, из головы берете и все вы вранье говорите. Я говорю то, что я вижу. Я, может, вижу неправильно. Не буду, значит, претендовать на истину в последней инстанции. Таро – это вообще фантазии исключительно рассказчика. Чтобы мы сразу, да, на этой почве нашли общий язык, потому что, ну, нету правды в картах Таро. Есть мнение и есть интуиция какая-то. Вот моя интуиция ведет меня в эту сторону. Если у вас есть какие-то другие мнения на основании тех карт, которые лежат на столе, ради бога, пожалуйста, мне будет с удовольствием почитать. Возвращаясь, раз уж мы совершенно ничего про этого человека не знаем, у нас есть возможность, как узнать информацию? У него лично спросить или у карт Таро, правильно? У него лично спросить было бы честнее. Хотя не факт, что он бы нам ответил. Да? Есть некоторые вопросы, на которые интроверты вообще не отвечают. А тут из него вообще слова не вытянешь. Можно спросить у карт Таро, но я вам не обещаю, что это стопроцентная правда. Предупреждаю еще раз, пожалуйста. Давайте легче относиться к тем раскладам, которые я здесь делаю. Но и тем не менее, очень интересно, что же этот человек скрывает от нас. Скрывал все эти годы и продолжает скрывать сейчас старательно, более настойчиво скрывает.
Потому что сейчас он в свете софитов, сейчас он очень даже на виду, и сейчас это скрывать. И больше надо ему, да, больше надо усилий прикладывать к тому, чтобы это скрывать, но и сложнее все становится, да, потому что люди, если смотрят очень сильно внимательно, то могут заметить где-то подвох, где-то обман, где-то еще что-то. Может что-то выплыть наружу какие-то. Может быть, опять же, вот есть подозрение на тему того, что жили-жили они с женой вместе, да вдруг изменять начали. А вдруг ли? А про измену ли это вообще? Давайте посмотрим, что от нас скрывает Киллиан Мерфи. Какая его тайна? Это очень странно скрывать. Но, может быть, я не права. Вот это меняет все очень сильно. И кто это? Без конкретики, дамы и господа. Я здесь вижу чувство стыда за какой-то поступок. Скорее всего, он об этом говорить не будет, да? Как будто бы он что-то сделал, что-то некрасивое, что-то, по его мнению, это был некрасивый поступок. Видите, в свете предыдущих карт человек видится добрым, эмпатичным, внимательным, каким-то таким жертвенным, да, каким-то готовым идти навстречу, готовым выслушать, готовым помочь в любую секунду. И вот здесь вот эта шестерка пентаклей, как будто бы он сейчас помогает какому-то человеку по собственной инициативе. Он сам сделал ситуацию, в которой ему надо помогать этому человеку, финансово поддерживать его. Потому что была какая-то некрасивая история в прошлом, потому что сам Киллиан что-то сделал, где-то, чувство вины. Я не думаю, что он там прям откровенно специально, да, но, например, да, абстрактно сейчас не к картам относящийся, например, в каком-то там подпитии или в каком-то ненормальном, неадекватном состоянии, сбиваешь человека на машине, например, и он остается инвалидом, там у него нога ломаная, он в кресле ездит, например, в этом на колесиках или еще что-то. И вот это чувство вины за тобой все время идет. Ты уже 10 раз извинился, ты уже 10 раз денег заплатил, но ты продолжаешь поддерживать этого человека, держать его в голове и все время регулярно его, потому что это тебя держит. Это не человек тебя держит, и не он тебя заставляет, и это не шантаж. Это твое собственное желание продолжать участвовать в этой жизни. Вот как будто бы что-то такое произошло, какая-то борьба, какой-то некрасивый поступок. Сбить человека на машине – это объективно некрасивый поступок. А здесь мне видится ситуация, когда, например, были два друга, оба в театральном, и оба шли на, интервью, и как это называется у них, на пробы, да, чтобы, например, в те же самые козырьки, предположим, да. И вот они вдвоем с лучшим другом, с очень хорошие у них отношения внутри. И вот они вдвоем приходят на эти пробы, и вроде как мысль, идея и вообще режиссер всячески настроен на то, что он возьмет на эту роль друга, и уже практически все, вот осталось только пробу отыграть. И тут каким-то образом случайно замечается Киллиан и отбирает эту роль. Не сам, не специально, не потому, что он там расталкивал локтями, просто так получилось, что ты случайно отобрал эту роль у своего друга, а потом оказалось, что эта роль для тебя ключевая, что тебя все заметили, и что с этой роли пошла в гору вообще вся твоя карьера. И вот это вот чувство неприятности, чувство вины, что я сделал что-то не очень красивое, не вовремя пришел, зря там с кем-то поговорил, как-то вылез вперед тебя, хотя плана такого не было, теперь немножечко съедает его внутри, и он всячески поддерживает этого человека. Вижу, что это один человек, и вижу, что это какая-то история из прошлого, где, по мнению Киллиана, он не очень хорошо себя повел. Может быть, кто-то знает про эту историю, напишите мне, расскажите. Если нет, опять же тоже, если кто-то знает какие-то подробности, если где-то было, я интервью не смотрела, ничего не читала, честно, вот на белом листе совершенно раскладываю, только в Википедии посмотрела, что он таки Оскара этого получил, потому что самого Оппенгеймера я тоже не смотрела, и посмотрела, как зовут жену, потому что про нее вопросы были, думаю, сейчас мы будем про женщину раскладывать, я даже не знаю, как ее зовут. Вот теперь я знаю, как ее зовут, сейчас мы будем на нее раскладывать, но если есть какие-то подробности вот про скрытие, да, про тайну какую-то, расскажите. Что скрывает, посмотрели, давайте посмотрим, чего боится больше всего на свете, чего опасается, чего боится, чего опасается.
Да, этот человек спокойный, этот человек, вот который раз уже слово нерешительный идет, я не хочу с ним соглашаться, я не вижу, чтобы он был нерешительный. Нерешительные люди, наверное, до Оскара не доходят, но он, в общем, боится он, да, все потерять, что у него есть, и начать сначала. Такое ощущение, что он вот как по-английски humble, не совсем скромный, а такой, не зазвездился он вообще. То есть даже в свете того, что он очень много лет занимается этой профессией, что он очень большой профессионал, очень большой специалист, очень хорошая у него репутация, и наверняка сейчас, смотря на Киллиана Мерфи, мы понимаем, что актером он не перестанет быть, уже не получится так, что вдруг в какой-то момент ты прям вот по миру пойдешь, потому что у тебя нету денег и тебя никуда не берут. А у него внутри все еще ощущение, что в любую секунду это все может развалиться и придется начинать заново. Как будто это возможно, но это такое вот внутреннее опасение. Возможно, вот здесь у нас была пятерка пентаклей про бедное детство и про выход с низов, да, про старание и какие-то активные действия на тему того, чтобы выйти в более доходное и в более стабильное состояние. Может быть, эти опасения все еще у него в голове есть. Он и свое бедное детство помнит, он и от народа не отвернулся, он все еще общается с людьми, он все еще очень любит помогать, наверняка участвует в каких-то благотворительностях, наверняка видит, как бедные несчастные люди до сих пор прозябают, вот когда у тебя совсем ничего нет. И он настолько не зазвездился, что боится потерять вот свое место, да? Очень сильно держится за то, что у него есть, как будто есть какая-то возможность это потерять. Мы с вами со стороны видим и знаем, что это невозможно, а он все еще, мир непредсказуем, все что угодно может случиться. Бац, и я останусь на улице с голой попой один, вот с женой и 2 детьми. И что же, и как же? И, то есть вот это вот внутренний какой-то... До сих пор человек не спокоен, не убедился, не удовлетворился тем, что есть. Это не значит, что это каким-то образом мотивирует его зарабатывать все больше и больше и больше и больше. У него вот эти значки долларов в глазах. Я этого не вижу. Но, возможно, он пытается как-то и свое место зафиксировать. И продолжает вот действительно этим людям помогать, потому что страшно очень скатиться назад, страшно очень уйти обратно в бедность, в безызвестность, да, безвестность, в безысходность какую-то, в невозможность что-то сделать. То есть он очень ценит свое теперешнее положение и прям-таки не забывает об этом. Давайте посмотрим интересное, давайте посмотрим, какой он на самом деле и каким он себя позиционирует. Он сам не позиционирует, это мы о нем выдумываем, потому что он действительно абсолютно ничего не позиционирует и всячески старается держаться подальше от любопытных глаз. Но и тем не менее, что там мы в нем видим, какой он на самом деле и каким мы его видим, знаем и любим. Вот скрытым человеком мы его видим, знаем и любим. Мы думаем, что он гораздо глубже, чем то, что он нам показывает. Нам кажется, что это достаточно... чем больше человек молчит, тем больше кажется, что он умный, да? Потому что, соответственно, не открывает рота, не говорит глупости. Мы так и думаем, что внутри этого человека есть еще какой-то мир, который мы не узнали, который интересен, в который хочется залезть, в который люди периодически пытаются проникнуть всякими разными вопросами, интервью, опять же, какие-то навязчивости делают. Я не знаю, ходят папарацци вокруг его дома, например, да, фотографируют за забор, как он там живет. Но очень интересно, что там внутри, за занавесочкой за этой, что там скрыто. Там кажется со стороны, что там дебри прям глубочайшие, и как будто там библиотека, знаете, как в этом, как в Хогвартсе. Вот заходишь, и она так туда вообще. Бесконечное количество, которое читать не перечитать. Очень пока похоже на то, что я про него думаю. Слушайте, 6 жезлов – это человек-победитель. Это человек, как сказать, выбившийся, да? И если в 5 жезлов у нас в зависимости от колоды и в зависимости от прорисовки этой самой колоды, от ожесточенных боев, борьбы, войны буквально, до просто какого-то здорового соперничества, разброс, то в 6 это обычно человек, который выбился, который справился и который проявился за счет своих внутренних качеств. Где каких? Где силы воли, где упрямство, где чего.
Я вот в какой-то момент этого расклада говорила, что он не похож на нерешительного человека. Здесь он человек все-таки со стержнем. Все-таки какой бы добрый, какой бы мягкий он не был, это не тряпка, не какое-то вот, которое можно взять и переложить с места на место. У него мнение есть, и у него план, наверное, есть. И он, наверное, то, чего добивался, очень сильно хотел. Он, наверное, в какой-то момент, опять же, сидя вот здесь вот в своем бедном детстве, подумала, что же я могу сделать лучше всего, где я могу пригодиться. Мы вот здесь вот по этим предыдущим картам видели, что не совсем денег он хотел непосредственно, но он хотел выбиться, он хотел проявить себя, может быть, даже хотел помогать людям с собой, да, своим проявлением, своими какими-то действиями. И у него был четкий план, и он что-то придумал, и он долго к этому шел, потому что Оскара тоже не на завтра дают, когда ты вот в театральное поступаешь. Он прям наверняка там и репетировал, и ходил на все вообще пробы, и наверняка его и, как сказать, отворачивали, да, и отказывали ему периодически. И учился он там наверняка ночами, и работал он, наверное, каким-нибудь мойщиком посуды, пока, значит, ночью, вечером выступал в каких-нибудь затрапезных клубах, днем работал, утром там что-нибудь где-нибудь мел, очень сильно старался, шел к своей цели, хотел и добивался. И вот он сейчас добился. Обратите внимание, это состояние его внутреннее. Каких бы восхищений он не заслуживал, и как бы мы на него не смотрели, он это даже не король. То есть он не думает о себе как о чем-то выдающемся, о чем-то сильно ярком, о чем-то, что заслуживает вообще такого внимания. Это максимальная скромность. Это человек, который просто добился того, к чему шел. Молодец. Вот такой спокойный, хороший, качественный, признанный, acknowledged, да? Просто молодец. Старался, получил. Вот ты много поработал, много заработал. Больше ему не надо. Ни король, ни император, ни солнце, которое тут, значит, облагородит сейчас всю планету своим существованием. Нет, просто хорошее, спокойное, разумное, очень уверенное в себе и очень скромное представление о себе, как о человеке, который добился того, чего хотел. Прекрасно, замечательно, и как все равно больше ему не надо. Вы только посмотрите, какой приятный мужчина у меня получается. Расскажите мне, пожалуйста, что он плох, и что я придумываю то, что в картах, то, что я здесь вот фантазирую из головы, и что карты на самом деле совсем даже не это показывают. Ну давайте поспорьте со мной. Я люблю, когда под видео очень много комментариев. Ну серьезно. Где, в какой момент я вот не права здесь? Расскажите мне. Вот такой вот замечательный, чудесный Киллиан Мерфи выбрал свою... они учились, что ли, вместе или что? Какая-то вот что-то типа Sweetheart, да, как это называется, когда у тебя со школы или с института любовь. Давно, короче, у них это. Девушка в комментариях писала, что больше 30 лет они женаты. Это вообще какая-то, я не знаю, как это работает. Зовут ее Ивон. У них 2 детей. Причем Википедия мне не сказала, каких. Почему-то я подозреваю 2 сына. Может быть, мне Википедия это и сказала. В общем, я почему-то думаю, что у них 2 сына, но, может быть, я не права. Но то, что их 2, это точно. И вот они живут. И давайте посмотрим, как они живут. Я все смотрела на эти карты, думала, убирать, не убирать. Давайте освободим пространство. Коротенько, что называется, минут на 40. Посмотрим. Киллиан. Сейчас посмотрю, что я помещаюсь. И Ивон, его жена. Что там у них общего? О, как замечательно. И что их разъединяет? Столько хорошего наговорила, и вот они. Вот здесь у нас девушка как раз борется за место под солнцем, возможно, за внимание, возможно, за отстаивание своей точки зрения, возможно, не так она это видит. 30 лет в таком состоянии находиться, или это она сейчас в таком состоянии, потому что сильно изменилась их жизнь, я думаю, в последнее время, и вот у нее какие-то сопротивления сейчас в душе происходят и ему, Киллиану, и тому, что между ними происходит, и тому, что вообще внешне происходит. А он защищается, он как будто бы отстаивает свою точку зрения, он как будто бы, опять же, это такая защита, знаете, это такое затишье перед финальной битвой.
То есть как будто бы ты защищаешься, но с другой стороны такое успокоительное такое состояние. Хорошо, хорошо, ладно, пусть будет. То есть вот он уже отбился от каких-то нападок, да, он уже весь такой перебинтованный, но он стоит готовый теоретически к следующим нападкам, но сам не нападает, сам не пытается как-то отстаивать или там еще что-то. Просто в такой немножко в защитной позиции, что типа у меня есть мое мнение, пока надо так. И он как мужчина, судя по всему, здесь немножко побеждает, а она все еще продолжает быть недовольной. Объединяют их дети, как ни странно, мне здесь Паш Кубков, и какая-то чувствительность, если это не непосредственно сами дети, как живые существа, то это все-таки наличие эмоций, не какая-то большая страсть безумная, но что-то же объединяет людей, которые 30 лет вместе. Когда-то же это было актуально. Что разъединяет, пока не скажу, давайте попробуем разложить на жизнь. Посмотрим, что по миру столько значений разнообразных может быть, которые я прям все здесь не произнесу, и тогда на час растянется все наше. Тогда, значит, Киллиан с его ежедневными мыслями, чувствами и действиями. И Ивон ее зовут. Ну вот видите, с ее мыслями, чувствами и действиями. Чего он у нас опасается? Значит, если по верхам, если прям по главным значениям, мужчина любящий, мужчина, имеющий эти чувства внутри, вообще чувствительный мужчина, эмоциональный, с открытым сердцем, с большим количеством эмоций, чего-то боится и очень сильно работает, видимо, в сторону избавления себя от опасности. Да? Он не специально он старается себя напугать как можно больше. По девятке мечей человек чего-то очень сильно боится, возможно, надуманно, возможно, ему показалось. Возможно, обстоятельства так складываются, что эти опасения вообще логичны и вовремя, да, то есть он правильно делает, что опасается, потому что что-то происходит. Что конкретно происходит? Во-первых, вот эти ссоры, споры, я думаю, это для него новое. Я думаю, что они до этого жили достаточно хорошо и спокойно, потому что он человек любящий, спокойный, максимально эмоциональный, максимально готовый этими эмоциями делиться, а жена у него солнышко. Жена у него яркая, внимательная, заботливая, теплая. Я думаю, что это и его отношение к ней тоже. То есть он это видит, он это appreciate, ценит в ней. Он это в ней замечает. И значит, он очень усиленно работает в сторону, восстановления баланса. Да? Если сейчас что-то подвинулось, что-то сломалось, в сторону восстановления баланса он старается работать ежедневно, старательно пробует, пытается делать что-то, что улучшить ситуацию. В чувствах, это вот в мыслях у него опасения, и в действиях у него что-то активное, что-то, может быть, не сильно приносящее плоды сейчас, но регулярная, стабильная, это не вспышка какая-то, это прям работа. То есть человек сосредоточен на том, чтобы исправить ситуацию. В чувствах у него рыцарь мечей, и это, холодность какая-то. То есть именно на чувство у него выпал меч. У него, у чувствительного, у человека, максимально собравшего вокруг себя все кубки, вдруг в чувствах рыцарь, настойчивый, агрессивный, такой упрямый, решительный. Что-то закалило чувство нашего Киллиана, какие-то страхи, опасения во взаимоотношениях непосредственно, это не по жизни, это непосредственно в отношениях с этой женщиной, что вызывает у него острую необходимость что-то делать, как-то срочно исправлять эту ситуацию прямо сейчас. Давайте посмотрим, что это за ситуация, может быть, нам девушка расскажет. Мысли, чувства и действия. Кто что думает, но в данном случае по колесу фортуны я не вижу от нее действий. Я вижу от нее ожидания, что само случится. Как будто бы Киллиан боится в мыслях, боится того, что его жене плохо. Это внезапная для них, для обоих ситуация. У нее что-то, она что борется, она что добивается, она спорит, она пытается. Она вообще привыкла в таком состоянии быть. Она должна быть спокойна.
она должна быть уравновешена, она должна быть мягкая, внимательная такая, хорошая, качественная жена, может быть, даже за спиной мужа, может быть, она домохозяйка, может быть, нет, может быть, она себя проявляет ярко, внимательно, он ее всячески поддерживал, всячески любил, всячески они обменивались эмоциями. Прямо сейчас у нее что-то происходит, у нее какие-то мысли, у нее какое-то неудовольствие, она как-то не рада, она сопротивляется, спорит, проявляет, молодец, не молчит. Она рассказывает, что ее что-то не устраивает, ему видно, что ей больно, и он на эту тему очень сильно переживает и волнуется. Но заради дома, заради стабильности какой-то, заради всех тех 30 лет, которые были до этого, да, и они провели вместе, и это были не самые плохие годы, надо полагать, потому что, вот. Теперь у нее в действиях-то нету ничего, она все, вот он как бы сильно работает и сильно старается для того, чтобы это все, как сказать, починить всю эту конструкцию, и она сидит, как будто бы знает, какого конечного результата ей надо, и ждет, что так произойдет. Возможно, это сработает, возможно, она внутри себя терпение проявляя и какую-то тоже небольшую жертвенность, да, то есть ради семьи и ради стабильности, она не делает никаких резких движений, хотя и недовольна. То есть она там высказывает свое недовольство, какие-то споры, сомнения, там, общение с людьми, с ним большое количество общения, которого, может, раньше не было. Вот она как-то вот так вот она себя, но внутри дома проявляет, да, она не хлопает дверью, не встает, не выходит, не собирает вещи, не увозит детей к бабушке, сидит и ждет, что что-то может произойти, то есть она со своими пассивными какими-то действиями, пассивной своей позицией, и его активную позицию мы присовокупляем к тому, что сейчас достаточно сложный какой-то процесс, который недавно образовался, я не вижу здесь продолжительности этого состояния, все было хорошо, но потом что-то произошло, что-то случилось, что подорвало ее стабильность, ее спокойность, ее устойчивость, она начала проявлять это, она начала это объяснять, она начала это проговаривать, он очень сильно испугался, очень сильно запереживал и очень сильно активно и напряженно начал работать в сторону того, чтобы починить эту ситуацию. Может быть измена, может быть, сейчас проверим. Это самое было бы простое объяснение, да, всему тому длинному монологу, который я здесь произнесла. Может быть, это измена, она пытается простить, а он очень сильно старается в сторону того, чтобы попросить извинения и вернуть все как было. Опять же, может быть, это Оскар, потому что он очень сильно поменял их жизнь, потому что начали случаться, происходить какие-то события, которые раньше не были типичны для их семьи. Может быть, ей это не нравится, может быть, она этого не хочет. Может быть, она в своей области была достаточно известным специалистом и всячески ловила на себе внимание, интерес, как бы была в центре внимания, ей это нравилось, у нее хорошо получалось, и тут вдруг неприметный, тихий, спокойный муж, про которого у них 100 лет в обед никто ничего не знал, вдруг он получает Оскар, и вдруг все вокруг него начинает крутиться, и она такая: в смысле, почему? И она теперь на работу приходит не как она, супер-мега-специалист, а как жена Киллиана Мерфи, который совсем недавно получил Оскар. Тоже, может, ее это напрягает, может, он ее пытается успокоить с этой точки зрения. Давайте посмотрим, все-таки измена или нет. Есть ли в жизни Киллиана Мерфи, а что он от нее скрывает? Вот чего вот он от нее скрывает непосредственно? Не от нас, от всех, и не самый большой секрет его в жизни, а что он от нее скрывает? Какая его большая тайна? И что она скрывает от него? Ну, вы посмотрите. А зачем они это скрывают? Он скрывает, что ему хорошо, а она скрывает что? Что хочет еще одного ребенка? Это что за секрет, за тайна такая? У него все в порядке. Зачем это скрывать? Что он ее любит больше, чем показывает? Что это за секрет такой? Ой. Что-то не хочу я больше выкладывать в эту сторону. Первое, что идет в голову, это то, что девушка загуляла.
Это не вот он ей изменил, это вот она. И как-то гульнула, как-то внезапно для себя, как-то несерьезно абсолютно, как-то даже немножечко и в себе, и в этом всем разочарована. И по 7 кубков даже как будто бы даже и не сомневается в том, что это не самая красивая история в ее жизни. Вот это да. Но если не так, то возможно, женщина слегка подустала. Потому что вот эта вот императрица – это не только беременная женщина, но это такое плодородное начало, всячески отдающее, всячески заботящееся, да, вот все эти зрелые колосья, все эти сытые животные вокруг, все река полноводная, фрукты все созрелые – это все ее работа, это все плоды ее трудов. Она старается очень. И по солнцу, я думаю, что этот человек, в некотором роде перфекционист даже может быть. Скорее всего, она очень сильно старалась и очень хорошую обстановку вокруг строила. И в какой-то момент желание появилось, такое себе желание, просто второе. То есть ты как будто бы вот здесь вот ради дома она все это делает. И ради детей, и объединяют их тоже дети. То есть она не то, чтобы такая, все, мне надоело, я пошла. Она держит это в голове, для нее это важно, но появилось какое-то желание вот буквально, знаете, гульнуть, потому что вот не хватает эмоций, иллюзий, фантазии, какой-то сон наяву, хочется общаться с людьми, хочется веселиться, хочется легкости какой-то, хочется перестать уже ходить по дому в этом, передник вот это вот на голове, эту косынку надеваешь. И вот, значит, со шваброй, со всеми тряпками детям носы подтер, домашку подделал. Вот это вот все создавание этого уюта и создавание вот этой вот всей конструкции, которая так долго работала и так долго приносила им обоим удовольствие, как будто она подустала. Как будто у нее, а я вот хочу еще и другое, можно я уже наконец другое. И сейчас может быть самое удачное для этого момент, потому что действительно начали куда-то звать. А теперь Киллиан Мерфи, может, не сам ходит, а нет-нет, да и жену с собой возьмет. А ей нет-нет, да и понравилось. Она так-то все это время дома сидела, может, работой занималась, да, вот по работе там чем-то. А тут вдруг начали звать куда-то, веселиться, радоваться, и как все равно, может быть, этого немножечко не хватает. Как все равно ей это нравится чуть больше, чем она готова признать. Потому что мы сейчас на секрет раскладываем. Как будто бы это такой секрет, что, хотелось бы. Может, она уже говорит, что он ее там зовет куда-нибудь, она, да нет, не надо, что мы 30 лет не ходили и еще не пойдем. И он как будто бы рад и доволен, и спокоен. И опять король кубков, он полон, у него все хорошо, у него все в порядке, ему вот вообще не трогайте меня. То есть как будто бы разговор может выглядеть как нам надо сходить, нас позвали еще куда-то. И ей не скажешь, что я же не хочу. И вообще хорошо бы мы дома остались, потому что у него чувство долга, чувство обязанности. Он обещал, от этого большое количество людей зависит, он очень эмпатичный, он думает об этих всех людях. Хотя хорошо было бы сделать вообще идеально так, как я хочу, вот просто сесть и посидеть. С книжкой, без книжки, кресло-качалка, сидеть, смотреть вдаль. Вообще с бокальчиком вина. Все, больше мне вообще ничего не надо. И она тоже такая, надо нам, не надо, давай сходим. Но я-то не то, чтобы очень сильно хотела бы, что-то как-то не ходили мы никуда, тут нас начали звать. А в душе такая, да, давай сходим, у меня еще там 2 платья не выгуленные, давай сходим, такое вот. Почему бы они не могли об этом друг другу рассказать? Это может быть какие-то такие чувства, в которых и себе не сильно признаешься, потому что если личность установленная, если она такая уже становившаяся, то, наверное, тяжело признать в себе эгоизм. Тому же Киллиану, да, столько много времени он потратил на других людей, на эмпатию, на чувствительность и на восприимчивость к этому миру, что взять в какой-то момент, встать перед зеркалом и сказать, да, я эгоист, я буду делать только так, как я хочу, останьте от меня все. Наверное, ему это тяжело. А она, как хорошая жена, поддается, при этом оказывается хотела бы, наверное, чего-то чуть более другого. Давайте уже наконец посмотрим, есть у него все-таки какая-нибудь девушка. Давайте вот тогда, да. Изменял ли Киллиан своей жене? Изменял, в смысле, 1-2 раза, 100 лет назад. Как сказать, сейчас сформулируем. Давайте последнее время возьмем. Верны ли слухи о том, что Киллиан Мерфи изменяет своей жене?
Верны ли слухи о том, что Киллиан Мерфи изменяет своей жене? Изменяет ли жена Киллиану Мерфи? Да, блин. Ну, во-первых, восьмерка жезлов, не знаю, опять скажите мне. У меня восьмерка жезлов ассоциируется с резкостью, движением, энергичностью, яркостью, как будто бы это частная карта. Я правда не знаю, вот есть где-то какие-то списки того, как на вопрос «да» или «нет» отвечают соответствующие карты. Я эти списки никогда не видела и наизусть не заучивала. У меня ощущение активности, резкости, ясности, и огонь вообще редко врет. Это какая-то такая более другая энергия, которая больше делает, чем вот что-то скрывает, да, вот когда вот там прячет, там что-то какая-то непонятность, какая-то неясность. Вот в огне этого нету. Мне кажется, что он честен, ясен и вот, пожалуйста, в любую секунду открыт. А у нее луна, а луна – это страхи, тревоги, неправильно выбранный путь, какие-то сомнения внутри себя и внутри себя. И тут у нас какой-то есть король жезлов, который активность проявляет. Может быть, на девушку просто обращает внимание. Может быть, это гуляние. Знаете, здесь вот нету какого-то, здесь же физики нету никакой, здесь только кубки. Может быть, с девушкой активно, энергично флиртует какой-то король жезлов сейчас. И это вызывает у нее сомнения и борьбу за семью. И у него это вызывает желание бороться за семью, потому что он очень опасается, что сейчас какой-то яркий, энергичный король жезла возьми да и уведи мою жену, любимую, все 30 лет нашего существования. И она вроде как так сдвигается в эту сторону, и нравится ей это внимание, и новые чувства, вот как-то вот что-то такое. Но и остаться дома она хочет. И вроде как, видите, помните, я говорила, что вот это вот колесо фортуны – это не самые активные действия. То есть она как будто бы ждет, а как повернется, как получится. И здесь весело и интересно, но как-то поверхностно, да, 3-4 кубки какие-то, фантазии, мечты какие-то, непонятные иллюзии. То есть, может, я это придумала, может, это какое-то, знаете, гормональная просто там вспышка такая вот влюбленность, а на самом деле это несерьезно, неправильно. И ждем мы каких-то активных действий со стороны мужа, а вдруг он это все дело починит и обратно как-то у нас жизнь сложится. Сама-то она ничего для этого не делает, но сидит и ждет, когда это все произойдет. Вот ведь, кто кому изменял, а вы спрашиваете. Видали, как получается? Что бы еще спросить? Я что-то... Какой бы еще вопрос задать? Да что такое у меня сегодня высыпается прямо? Давайте посмотрим перспективы этих взаимоотношений. Получится у него убедить ее. Перспективы и совет вот на именно взаимоотношения, на этот брак. Не на время на какое-то, не что нужно делать, а вот эти взаимоотношения, вот эти два человека, вот Киллиан и Ивон. Ближайший год и совет. Ну вот смотрите, он хочет ее оставить, а она хочет уйти. В ближайший год это не произойдет. Я не говорю, что она встанет и уйдет, и они разведутся. Но, по крайней мере, желание такое будет, да, это спор, это два мнения. Это будет продолжаться в течение года. Они будут выяснять, он будет говорить «останься», она будет говорить «нет, мне хочется других эмоций, я хочу пойти поискать». По семерке жезлов совет, что ли, инициативу какую-то уже наконец. Ну, девушке предлагается решиться, да, но в конце концов тянуть эту всю тягомотину, да, очень тяжело. Во-первых, в таком состоянии жить очень сложно. Как будто бы складывается впечатление, что вот эта вот ее вся история с королем жезлов не такой большой секрет от Киллиана. Как бы она это сильно не скрывала, он все равно чего-то боится, он все равно хочет, чтобы у него все было замечательно, и он все равно хочет свою королеву Пентаклей дома задержать. И как будто бы долго это длиться не может. Как будто бы в течение года они выясняют эти отношения. Оно, конечно, тоже не мгновенно происходит, потому что он очень спокойный и мягкий, и явно не
расположенный на откровенные разговоры человек. С ним, я так понимаю, нельзя просто сесть вот с двух сторон стола, посмотреть внимательно в глаза и прям-таки обсудить. То, что он молчит, и что там у него внутри происходит, мы не знаем абсолютно. И с ним вот быстро, одноразово за один разговор не выяснишь эту ситуацию, выплеснув это все. Это будет длиться, это будет продолжаться, он будет в одну сторону тянуть, она будет тянуть в другую. Ей предлагается в рамках этих отношений все-таки сделать выбор. Вот это ее пассивная позиция, я посижу, подожду, как оно произойдет, кто там из них двоих в моем сердце, в моей голове победит. Это вроде как не рабочий вариант. Ей вроде как надо понять головой жестко, резко, вот как королева мечей это делает, отрубая вообще просто. Она приняла решение, и плевала она на то, что люди думают, принять уже это решение, любое, какое есть. А Киллиану, папажу жезлов, не предлагается ничего для этого делать. Вот по 8 Пентаклей он нам всячески старается обеспечить быт и всячески старается вернуть какое-то былое, приятное, то, к чему они привыкли, да, существование, какую-то стабильную предыдущую картинку. Есть предположение, что, может быть, как раньше уже не будет, уже по-другому, уже поменялись люди, уже она изменила свое отношение, у нее другие ожидания, другие предпочтения. Но тогда нужно продолжать быть самим собой, нужно продолжать работать в сторону дома, в сторону своей жены в том числе, в сторону заботы о детях, в сторону как не создания, а поддерживания вот того, что у них было все эти 30 лет. Он очень вкладывался в это. Не то, чтобы он там ушел работать, и все 30 лет его дома не было, и только жена все это тянула. Нет, он там эмоционально существовал, они создали какую-то атмосферу. Ему нужно продолжать поддерживать эту атмосферу, но никаких активных, ярких, энергичных действий в сторону того, чтобы прям настойчиво заставить ее остаться или вернуться, или пойти этому королю жезлов морду набить, не предлагается. Вот просто будь самим собой, вот просто будь, не надо никаких резких движений, не надо никаких инициатив. Она сама головой своей холодной должна принять достаточно радикальное решение. По смерти это меняет жизнь. И ты уже прямо определяешь, жизнь по-любому поменяется. Уйдешь ты к другому человеку, очевидная смена обстановки. Останешься ты со своим мужем, эта история очень сильно изменит ваши отношения и очень сильно новая обстановка будет, да, новые будут взаимоотношения. По-любому это меняет жизнь, по-любому это страшно, но ей нужно сделать этот выбор обязательно. И она должна сама этого сделать, и Киллиан не должен ей мешать в этом, не должен ее заставлять, потому что как бы сильно он не перетягивал ее на свою сторону, пока она головой логично для себя не объяснит, что с ней происходит, не признается в этом, не объяснит себе, что происходит, и не примет жесткое такое решение. Вот здесь вот подход к концу, видите, то, что их разделяет, подход к концу какой-то истории, какой-то виток очередной семейный заканчивается, и дальше у нее в руках все карты и все возможности, все веревочки на тему того, в какую сторону крутанет следующий виток. Виток следующий будет, и она будет решать, когда и какой. Вот такой вот у меня получился расклад и на самого Киллиана, и на его взаимоотношения. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Если нужно еще что-то где-то доложить, я могу доделать шорты. Подписывайтесь, пожалуйста. Если лайк поставите, будет очень сильно приятно, потому что вам это быстро, очень легко. Один клик и все. А мне прям приятненько и канал продвигает. Спасибо большое за внимание и увидимся в следующих видео. Пока-пока.